У меня вопрос. Моя мама постоянно меня оскорбляет из-за мелочи, игнорирует, не разговаривает со мной неделями и всегда выставляет виноватой. Оскорбления постоянные по любому поводу. Надо минимизировать общение с мамой, общаться исключительно на такие темы, где вы можете отстаивать свои границы. Все. Никак по-другому. Вы маму свою не переделаете, она другой не станет, по-другому она себя вести не будет. Какого-то особенного рецепта, который вы можете применить в общении с мамой, тоже отсутствует такой рецепт. Его просто-напросто нет. Поэтому здесь исключительно работа со своими границами, определять, в каком формате вам комфортнее всего общаться с ней. И не выходить за определенные отведенные рамки общения. Потому что, к сожалению, такое часто бывает. Родители часто нарушают границы своих детей, делают это бесцеремонно, при этом ведут себя достаточно непредсказуемо, применяют и абьюзивную тактику. Надо бороться за счастье даже с мамой. Ну, это вы можете на заборе написать свой комментарий и ходить и кричать на всю улицу. Это я написал такой удивительный комментарий. Я вам расскажу, какие бывают мамы, хотите. Для кого-то эта информация может быть не очень приятна, но чтобы вы понимали, стоит бороться или не стоит. Есть мамы, которые подвергали или подвергают своих детей сексуальному насилию. Есть мамы, которые позволяют своим мужикам, сожителям, друзьям, мужчинам насиловать своих детей. Есть мамы, которые детей выгоняют из дома. Есть мамы, которые издеваются над своими детьми. Понимаете? Есть разные мамы. Есть мамы, которые целенаправленно уничтожают психику своего ребенка. Неважно, в каком возрасте этот ребенок. Несовершеннолетний, либо совершеннолетний. Вот эти все разговоры «мама святое», «святое» – это когда мама соответствует пониманию слова «мама», понимаете? Когда мы говорим о какой-то личности нездоровой, которая уничтожает жизнь своего ребенка, это мы говорим не про маму, мы говорим про больного человека. Поэтому не нужно бороться с тем, кто не хочет быть счастливой. Вот вы спросите у мамы, она хочет быть счастливой или не хочет быть счастливой в общении с вами? Нет. Задача абсолютно любого осознанного человека – определить свои границы. Выбрать тот формат общения, который будет комфортен для вас, безопасен для вашей психики. Выбросить из своей головы вот эти все ненормальные представления о том, что если вы с мамой будете отстраненной, не отстраненной, а на таком расстоянии и в таком формате общения, которое позволит вам оставаться живым человеком, а не уничтожающимся и умирающим человеком. Поэтому вам, конечно, решать и принимать решения. Что у нас стартует серия бесплатных онлайн-вебинаров «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня первая тема, самая важная и фундаментальная в жизни женщины – личные границы. Отношения с абьюзерами, постоянно притягиваете мужиков, с которыми страдаете, а может быть сами являетесь агрессивной женщиной. Так вот, для того, чтобы поменять свою жизнь, внести в нее новые какие-то осознанные краски, а не жить мечтами о том, что все поменяется и при этом палец о палец не ударить, пора заканчивать. Нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться и в 20:00 по московскому времени ждите меня, и я приду. Зарядимся позитивными эмоциями, получим вздрючку, если кому надо. Если кому волшебный пендель, тоже обращайтесь. Если кому слова поддержки, тоже говорите. В общем, стол заказов психологических открыт. Всем привет, 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 привет.